Утром ко мне позвонила знакомая зоозащитница и сообщила, что поступила информация об одной женщине, в квартире которой много кошек. Люди сняли видеоролик и выслали волонтеру. Первый этаж в старом доме. Деревянные крашеные окна и куча кошачьих глаз смотрели на людей сквозь запотевшее и грязное стекло. Было видно, что окна эти не мылись лет 10. Когда кто-то подходил к окну со стороны улицы, кошки то и дело заглядывали с интересом и мяукали. Окно не было открыто, не проветривалось. Форточка была наглухо закупорена, и на окне стояла решетка. Было плохо видно саму комнату, но по кошачьим глазам было вполне понятно количество кошек. Волонтеры узнали об этой ситуации от дочки этой женщины, хозяйки квартиры. Она стала искать приюты и наткнулась на зоозащитников. Девушка рассказала, что ее мама инвалид по слуху и не имеет много средств. Кошки живут впроголодь. Хозяйка квартиры варит им овсянку на бульоне и крошит туда хлеб. На корм у нее нет денег. Вот эта кошечка постоянно сидит и смотрит в грязное стекло на небо. Она плачет. Видно, как она открывает ротик, но не слышно из-за двойной рамы. Девушки выехали по адресу и их без проблем пустили в квартиру. Женщина глухонемая, она показала, как и чем кормят животных. Женщина попала в трудную ситуацию, из которой самостоятельно не смогла выйти, потому что элементарно не хватало средств. Стерилизация кошки в обычной клинике стоит от 5000 рублей. И женщина понимала, что ее инвалидной пенсии не хватит. Она была рада, что мы решили забрать кошек. Их там было около 15 штук. Волонтеры из нашего города объединились. И за день удалось отловить всех кошек. Более-менее упитанных кошек люди сразу отвезли на стерилизацию в отлов, потому что забирать женщина их не хотела, а мест не было больше нигде. Передержки молчали. Волонтеры пообещали кошек с отлова потом забрать. А мы забрали 5 кошек истощенных и худых. 2 кошки были в положении. Но когда стали им брать анализы крови, сказали, что у всех анемия. У 4 из 5 кошек торчали позвоночники. Мы хотели стерилизовать животных, но врачи не взяли на операцию. Слишком был высокий риск большой кровопотери, кошки не пережили бы эту процедуру. У одного кота диагностировано истощение и дефицит мышечной массы примерно на 60%, его мы назвали Сириус. Ветеринары сказали, что у него низкая минерализация костей. Причина в скудном питании и отсутствии в пище кальция, тело кота меньше в 4 раза, чем должно быть. У него очень тонкие лапы. Кот еле ходит, но в основном лежит из-за слабости. Ему необходимо лечение от истощения. В целом кошки выглядят неплохо, только очень худые. А шерсть у них плотная из-за того, что в помещении было холодно. Организм нарастил подшерсток. Он просто не вырос. Беременных кошек записали на стерилизацию только через неделю, в связи с их состоянием анализов. Котов вообще не взяли на кастрацию. У второго кота нашли болезнь печени и кишечника. В общей сложности все кошки были в крайне плохом состоянии, так как на овсянке кошки ничего полезного не получали. И у организмов животных не было в достатке строительного материала для правильного развития и роста. В настоящий момент мы занимаемся лечением всех котов и кошек, в скором будущем мы начнем искать им дом. Дорогие зрители, если вам понравилась данная история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.